существует огромное количество красивейших замков и дворцов, которые за свою историю насчитывает не одно столетие. Англия – одна из стран, которая имеет более 1500 замков и занимает далеко не последнее место в этом списке. Конечно же, всемирно известным и самым посещаемым является Виндзорский замок, и мы его обязательно увидим. Но сегодня мы с вами отправимся в один из старейших и величественных замков Англии – Арундел. За свои почти 1000 лет существования у замка Арундел, конечно же, есть своя длинная история. Его осаждали и завоевывали, отвоевывали обратно, разрушали и восстанавливали, передавали по наследству. Поэтому я постараюсь вкратце и только, на мой взгляд, интересные факты рассказать о нем. Уже издалека впечатляет красота и размеры замка. Первым владельцем крепости, построенной еще в далеком 1068 году, был граф Роджер Монтгомери, двоюродный брат Вильгельма Завоевателя, первого короля Англии, и один из самых состоятельных английских магнатов. Изначально этот замок, как и многие другие в Великобритании, строился в качестве защиты земель и только позже стал родовым поместьем. После смерти Монтгомери замок вернулся к короне при короле уже Генрихе I. Он же в своем завещании оставил замок и прилагаемые земли своей второй жене Аделизе Лувинской. Спустя 3 года после смерти Генриха она вышла замуж за Уильяма Абиньи II, который и построил уже каменные крепостные стены вокруг, тем самым улучшив защиту и статус замка. Вы знаете, больше всего меня огорчает, что стоимость посещения замка в Англии не дешевое удовольствие, и при этом почти везде, особенно в до сих пор жилых замках, видео и фотосъемка запрещена. Вот и здесь нам на входе сказали, что можно только фотографировать. Естественно, мы обрадовались, что хотя бы это можно, и решили, там где фото, там и видео можно снять. Обычно мы заранее покупаем билеты онлайн, иногда так бывает дешевле. Но в Арундел стоимость билетов на сайте и в кассе в день посещения одинаковая – 29 фунтов на взрослого и 12 на детей. Парковка для авто на весь день всего 5 фунтов. Итак, получив билеты, идем обследовать территорию. Расположен он в 80 километрах от Лондона, в одноименном городке Арундел в графстве Западный Сассекс. Все, кому когда-либо принадлежал этот замок, традиционно именовались графами Арун. Это старейший графский титул в Британии. За исключением случаев возврата короне, этот замок передавался по наследству напрямую с 1138 года и по сей день. И вот уже почти 900 лет он служит основной резиденцией герцогов Норфолка из рода Говарда, представителей одной из древнейших аристократических династий Англии. Часть помещений замка до сих пор жилая, другая же открыта для туристов, когда хозяева дома над башней развивается флаг с их родовым гербом. С 2002 года владельцем замка стал Эдуард Фицалан Говард. В качестве граф-маршала он является одним из высших сановников Великобритании, отвечая за королевские церемонии, геральдику и открытие парламента. Внутреннее убранство замка просто потрясает своей красотой. Здесь буквально все пропитано историей. Великолепно сохранились его исторические интерьеры, старинная мебель XVI века, ковры, гобелены. На стенах висят картины Ван Дейка, Гейнсбора, Лоуренса и многих других знаменитых художников. Большую ценность представляют сохранившиеся личные вещи Марии Стюарт, королевы Шотландии. В Великобритании очень мало осталось вещей, принадлежавших Марии. Большая ее часть имущества после казни была изъята и сожжена, так как опасались, что им будут поклоняться как атрибутам католической мученицы. К сожалению, в 2021 году в замке произошла кража. Были украдены исторические ценности на сумму 1 миллиард фунтов. В том числе и золотые четки, которые королева Шотландии перебирала в день своей казни. Этот замок часто оказывался в центре политических событий. И за свои почти 1000 лет
немало пострадал из-за военных действий. Впоследствии его не раз восстанавливали. Особенно значительная реконструкция была проведена в XVIII и XIX веках. Здесь в свое время останавливалась королева Матильда во время своего путешествия в Лондон к английскому престолу. Каменные здания, в которых находились ее апартаменты, сохранились и до сих пор. А уже гораздо позже, к визиту королевы Виктории и принца Альберта в 1846 году, владелец замка Генри Говард готовился 2 года. Специально для этого мебель для спальни и библиотеки была заказана и изготовлена ведущим лондонским дизайнером. Впоследствии, пораженная роскошью приема и интерьеров, королева Виктория прислала хозяину письмо благодарности. Одной из главных достопримечательностей замка является библиотека. Это очень большое, но невероятно уютное помещение. Интерьер с изящными сводами, резными панелями из красного дерева считается одним из лучших в мире. Также здесь собрана очень богатая коллекция книг, большинство из которых раритетные. Богатая история, красота и фотогеничность Арундела не оставили без внимания кино и телережиссера. В стенах этого замка снимали такие фильмы, как «Доктор Кто», «Молодая Виктория», «Безумие короля Георга», «Чудо-женщина» и телесериал «Виктория и Альберт». Интересно, что этот замок был один из первых оснащен электрическим освещением, служебными лифтами и центральным отоплением. Также здесь был устроен самодельный водопровод. На то время установка электричества обошлась более чем 36 тысяч фунтов, а вот камин с великолепной резьбой в гостиной всего 150 фунтов. Гордостью замка является невероятной красоты сады, в которых помимо экзотических растений можно увидеть огромное количество старинных скульптур, кованых лавочек и прекрасных прудов и фонтанов. Многие советуют приезжать в Арундел именно весной, так как каждый год с конца апреля по начало мая на территории замка и садов проходит одна из лучших выставок тюльпанов в Европе. Это самое непередаваемое зрелище. На территории сада находится семейная часовня Фицеланд. Она уникальна тем, что в одной ее части ведется католическая служба, а в другой англиканская. Вы знаете, всегда, когда я бываю в старинных замках или дворцах, я мысленно переношусь в прошлое. Ведь каждый замок – это не просто сооружение, это хранитель множества историй, тайн и легенд. Мне нравится представлять, как много веков назад в этих стенах кипела жизнь. Каждый камень здесь хранит историю о войнах и победах, о королях и рыцарях, о заговорщиках и героях, о том, как целые поколения загадывали свои мечты и строили планы на будущее. Арундел – именно тот замок, который полностью погружает вас в атмосферу Средневековья. И это погружение позволяет почувствовать связь с прошлым и понять, как важна история для настоящего и будущего.